Всем привет! Я снова рада с вами встретиться на своем канале Красота и Бисер. И сегодня я вам предлагаю выполнить такое оригинальное колье светло-зеленого цвета. Смотрите, бисер я брала двух видов и двух оттенков. Основной у меня бисер меланжированный, он идет светлее и темнее и ложится как поочередно, как получается чередование двух оттенков, светлее и темнее. И это, я думаю, придает еще большую красоту. Аккуратное плетение, получается жгутик миллиметра 8 где-то, за счет того, что бусины между круглыми бисеринками по 2 миллиметра. И центр я украсила бусинами в цвет этой рубки. Красиво соединяются, и соединение получается жгута с бусинами оригинально подчеркивает само колье. Можно бусину сделать одну, можно сделать их больше, можно чередовать жгут и бусины в любом порядке, как вам захочется. И я еще хочу сказать, что очень удобно. Вот я взяла, по центру положила, вот так перекручиваю его раз и второй раз. И получается такой симпатичный, красивый браслетик. Смотрите, аккуратно ложатся две стороны. Центр по центру хорошо ложится. И застежку перекрывают две полосы, которые мы перекручивали. Аккуратно ложится. Он мягенький, не мешает, легкий и практичный. Так что можно не только носить как колье, а и как браслетик. Получается колье-трансформер. И еще раз хочу подчеркнуть красоту самого плетения. Жгутик получается ажурный, очень оригинальный. Он небольшой, мягкий, хорошо ложится, хорошо смотрится. И я думаю, он будет прекрасен в любом цвете. Вот я попробовала в красном цвете. Смотрите, я взяла бисерины ярко-красные, а вместо рубки я взяла просто кристаллический обыкновенный бисер, чуть потемнее, чтобы эту яркость приглушить. И получился, смотрите, какой оригинальный жгутик. За счет того, что это не рубка, а просто кристаллический бисер, он получился еще, наверное, на 1 миллиметр меньше, чем наш основной жгут. Но это тоже придает красоту ему. Очень хорошо. Здесь бисер получается не глянцевый, а матовый. И кристаллический хорошо подчеркивает эти матовые бисеринки. Так что, если вам захочется в любом другом цвете, можете его сплести для себя и в однотонном, и в контрастном цвете. Если взять, например, белый и черный, или там красный и коричневый, я считаю, что тоже будет хорошо смотреться. Если я вас завлекла, присоединяйтесь и сплетем эту красоту. Я выполнила одну часть колье. Нужно сделать еще вторую часть и соединить эти две части между собой бусинами. В этой первой части я, там где я начинала плести плетение, я одела иголочку и прикрепила колокольчик с карабинчиком. А та часть, которая будет соединяться с центром, я сделала заглушечку и сделала крестик для соединения с другой частью. Вот сейчас мы выполним вторую часть этого колье. Я взяла бисер чешский зеленоватого оттенка, может быть даже где-то оливкового немного. Вот посмотрите, я золотой приложу, чтобы вы видели оттенок оливкового бисера. И также взяла бисер рубку 2 миллиметра. Она меланжированная, светлее и темнее. По 2 миллиметра это бисеринка получается. Вот я брала
такой упаковочке по 5 грамм. Видите, симпатичный такой бисер получается. Ну и для соединения или для центра колье я взяла бусины 8 миллиметров. Они такого оттенка, как рубка, хорошо подходят. И для красоты, для оформления мне понадобились шляпки 8 миллиметров под бусину. И для начала и конца 2 колокольчика. Также карабинчик с колечком. На иглу номер 12 я взяла ниточку около метра, 12 бисерин, чередуя через одну рубку, одну кругленькую, и замыкаем в колечко эти бисеринки. Проводим до конца, оставляем сантиметров 15-20 для того, чтобы можно было прицепить колокольчик с этой части. И проходим иголочкой. Начинать можно с любой бисерины, или с рубки, или с круглой, но игла должна выйти в круглую бисеринку. Вот так. Замыкаем в колечко. И дальше набираем одну рубку, одну круглую, одну рубку, 3 бисеринки. И проходим через одну в круглую, 3 бисерины пропускаем, рубка, круглая рубка, пропускаем и проходим круглую бисерину через 3. То есть мы набираем такой же набор, как и пропускаем. Подтягиваем. Снова набираем рубка, круглая, рубка. И также пропускаем 3 бисерины и проходим в круглую. Снова набираем рубка, круглая рубка. И чтобы перейти на новый ряд, мы пропускаем 1, 2, 3. Нам нужно теперь круглая бисерина. Мы проходим в круглую, в рубку и в круглую. 3 бисерины проходим. Вот так. Снова набираем рубка, круглая рубка. И уже в этом ряду, во втором, мы также пропускаем рубку, круглую рубку и проходим через 3 в круглую. И снова повторяем все так же, как делали в первом ряду. Вот, мы набираем второй раз рубку, круглую рубку. Проходим 1, 2, 3 в круглую через 3. Это второй раз мы набрали. И третий раз мы будем переходить на новый уже ряд. Рубка, круглая рубка. Мы пропускаем 3 бисерины, проходим в круглую, в рубку и в круглую. Проходим через 3 бисерины. Видите, уже вырисовывается у нас жгутик. Так мы будем плести до необходимой длины. Для того, чтобы было удобнее, я себе откладываю 3 круглых бисерины, чтобы не забыть, когда перехожу
на следующий ряд. И вот я первую бисерину беру, 3 пропускаю, в кругленькую четвертую прохожу 1 раз, еще раз беру, рубка круглая, рубка, снова 3 пропускаю, в кругленькую в четвертую прохожу, подтягиваю, и третья круглая бисеринка у нас рубка круглая, рубка будет переходом на следующий ряд. Я 3 пропускаю и прохожу круглая, рубка круглая, 3 бисерины, иголочкой прокалываю и подтягиваю, и переходим на следующий ряд. Видите, у нас образовывается плетение. Рубка у нас идет зигзагом, а соединяет эти зигзаги круглые бисеринки соединяют. И снова я откладываю себе 3, для того, чтобы, если я вдруг отвлекусь, я знала, что у меня 3 бисерины, и на каком этапе я должна переходить на следующий ряд. Так продолжаю плести до необходимой мне длины. А в данном случае мне нужно сделать вторую часть, точно такую, как и первую. Я проплела жгутик несколько сантиметров, и у меня закончилась ниточка, и я, прежде чем ее обрезать, прикреплю колокольчик с этой стороны. Для этого я буду через одну круглую набирать одну круглую. Вот из круглой ниточка выходит, я одну круглую взяла и прохожу круглую через одну рубку. И так по всему кругу. Теперь я пройду по этим круглым бисеринам еще раз и стяну образовавшееся колечко. Вот я стянула, теперь я одеваю на ниточку колокольчик, беру 2 бисеринки, колечко от застежки и снова 2 круглые бисеринки. И возвращаюсь назад в колокольчик и в бисеринку напротив той, из которой выходит нить. И подтягиваю это все. Возвратилась назад в колокольчик и еще раз прошла по этим 4 бисеринкам и колечку, и прошла назад в жгутик. И теперь по бисеринкам несколько бисерин пройду, завяжу узелок, обрежу ниточку, колокольчик немного пошире, но я его вот так вот, он хорошо сжимается на величину нашего жгутика. Я проплела вторую часть жгутика такой же длины, как и первую. И теперь поставим здесь шляпку. Набрала бисерины круглые, как и перед этим мы делали колокольчик, соединяли застежку, так и здесь. Набираю одну бисеринку кругленькую и прохожу напротив, для того, чтобы у нас по центру была бисерина. И закрепляю ее, возвращаюсь назад в эту бисеринку. И теперь из нее можно выйти и прикрепить шляпку. Я беру шляпку и 4 круглых бисеринки и делаю крестик, то есть возвращаюсь в последнюю бисеринку, вот так. Чтобы шляпка сидела плотно, я после того, как оформила крестик, возвращаюсь назад в шляпку и в бисеринку по центру, которую мы добавляли. Вот так. И потом возвращаюсь назад в шляпку.
Я специально пока не подтягивала, чтобы вам видно была последовательность хода иглы. Подтянула, и иголочка выходит из шляпки. И теперь по бисеринкам этого крестика проходим к вершине этого крестика с противоположной стороны. Иголочка выходит из крестика с другой стороны. И теперь на иглу мы набираем шляпку, бусину и шляпку. И снова делаем крестик из 4 бисерин. У нас получилась красиво соединена бусина вместе со шляпками. И в конце сделали также крестик и вывели ниточку в вершину напротив. И так сделаем еще 2 бусины. После 3-й бусинки, смотрите, я не делаю крестик, а присоединяю к вершинке крестика, который на второй стороне колье. И прохожу в его вершину, подтягиваю, и у нас образовывается крестик, который соединяет все 3 бусинки. Теперь пройду по крестику еще раз и вернусь по бусинкам к крестику первой стороны, из которой мы начинали, чтобы закрепить. И колье будет готово.